на ТНТ. Здравствуйте. Сейчас выступит снова новая девочка, еще не испорченная винирами. Кыс-кыс-кыс-кыс, скорее на сцену встречайте, Катя Котофеева. Всем привет, здрасте, рада вас видеть. О, вы тоже, супер, очень рада. Так, 2 года назад приехала в Москву по работе, потому что считаю, что сепарация от родителей – это большая работа над собой. Да, позвала маму в гости в Москву, напридумывала планов на выходные, рассказывала ей, там такое равнодушие в глазах, потому что мать приехала с одной единственной четкой целью – драить мою хату. И больше вообще ничего не интересно. Там сразу полный клининг, починка техники, реставрация мебели. Я говорю, мам, что устроила? Остановись. Я тебя для анкеты на профи.ру щелкну, наверное, разочек. Ну, такой талант пропадает. Ужас. Она мне так грамотно все шмотки по шкафам раскидала, что я такая, вау, у меня, оказывается, двушка. Она мне все вещи приложила, я теперь не могу найти свои эти личные границы. Да, не знаю, куда подевались. Потом смотрю, они вместо коврика на входе лежат, мать об них ноги вытирает. Ну, понятно, в целом. Она у меня начала готовить сразу, все комфорки заняты. Все комфорки заняты, у меня маленькая комфорка просто в шоке. Она как дочка Джигана планировала ни дня в этой жизни не работать. Я понимаю, что это ее способ проявить заботу, но очень сложно быть благодарной, когда тебе эту заботу проявляют с 6 утра, правда? Я говорю, мам, за что? Он говорит, ну я же тебя не бужу, ты спи, пожалуйста, пока я из-под тебя просто на стирку выдергиваю. В чем твоя... Да, она у меня вообще вся в делах. Я еле как уговорила ее выбраться на шопинг, но я не учла, что нельзя ходить по магазинам с человеком, который сам шьет вещи. Вы знали? Это ошибка, потому что мы обосрали всю индустрию. В целом, мы не шопимся, мы подсиживаем стилистов перезагрузки. Вот чем мы занимаемся. Она просто... Это ужас. Любую вещь берет, любую. Говорит, Катя, посмотри, какой здесь позорный шов. У меня после аппендицита симпатичная, реально. Хотя тоже от Зарины, да? Если что, вообще не собиралась в Москву переезжать, что-то писать шутки, выступать. У меня в родном городе были планы гораздо серьезнее. Я отучилась на философа, если что, дипломированный философ. Спасибо за ваши несмолкаемые, громкие аплодисменты. Очень приятно. Да. Но здорово, что друзья относятся с большим уважением к профессии. Вот говорят, к примеру, ой, сидит философ. Да. Приятно. Я не особо в учебу погружалась, не переживайте, да? Я знаю, что ничего не знаю. Все нормально, расслабьтесь. Для меня Гомер — это тоже чувак из «Симпсонов». Прежде всего, все в порядке. Да, мне нравится думать, что именитых философов прославили именно их женщины, потому что кто еще вспомнит, что он там вякнул 100 лет назад? Это вообще никому не надо. Знаете, куда идут работать после выпуска? Либо преподавателями по философии, либо бариста. Да, что? Очевидно, там после смены тоже вот так сидишь. Думаешь, почему у молока есть какая-то альтернатива? Да. А у меня нет. Это чуть-чуть другое. Да, сейчас такой период у меня, знаете, новый город, новая работа, открылось второе дыхание. Первое, кстати, закрылось, потому что у меня аллергия началась. Так что очень удачно. Да, реально. Пошла к врачу, аллерголог говорит, у вас по всем признакам аллергия на березу. Так что, Екатерина, никакого березового сока. У меня чуть лапти не слетели. Я думаю, с ума сошли. Это что за новости? Без аллергии на березу, реально. Я только нашла в кофейню, где подают бамбл по-христиански, а тут... Аллергия на березу. Что дальше? Я буду чихать на песни шамана? Ну, тоже. Это чуть-чуть другое.
Я теперь еще сильнее боюсь маньяков, они же всегда в лес везут, прикиньте. У меня там сразу на входе такая шайба, течет, глаза красные. Я буду вырываться, звать на помощь, и прохожие такие, это алкашня опять на шашлыках. Что-то не поделили, не умеют отдыхать нормально. Меня не спасет вообще ничего реально. Да, и у меня в рекомендациях от аллерголога есть такая строчка «Гулять после дождя». По-моему, супер, очень романтично, мне такое нравится. Да, была как-то на свидании с парнем, дождь, радуга, я в восторге вообще. Он тоже в восторге, потому что он для этого ничего не сделал. Ну, навряд ли он с бубном как-то тусил, но тоже круто музыкант, да? Мне такие нравятся. Я просто такой человек, я в компании, скорее всего, обращу внимание на парня с гитарой, а надо обращать внимание на того, кто не смог прийти, потому что работает, да? Чуть-чуть думать. Да, я недавно своим подружкам рассказываю, говорю, блин, познакомилась с парнем, такой клевый, душа компании. И они такие, Катюш, какой компании? Какой-то нефтяной? Или вашей маленькой дружной веселой компании? Это чуть-чуть разное. Да, у всех свои приоритеты, и поэтому, чтобы не обжигаться, нужно прям важно сразу выяснять все красные флаги. Понимать, что тебе не нравится. Я поспрашивала, и самый популярный ответ следующий. Не нравится, когда парень плохо отзывается о своей бывшей. Я подумала, хуже, когда он очень хорошо отзывается о своей бывшей, когда он такой, да, она супер, она у меня и умница, и красавица. Если бы она меня не кинула, я бы с тобой тут не сидела вообще. Да, так гораздо хуже. Но, да, и женщины чаще всего называют что-то объемное, типа, не нравится, когда там нет стержня, нет образования. Мне одна женщина призналась, говорит, для меня красный флаг, когда у мужчины нет зубов. Ну, это что такое? Это низкая планка. Хотя, если у мужчины поинтересоваться, как вы отнесетесь к тому, что у женщины нет зубов, там всегда зеленый флаг. Да, потому что мужчины гораздо добрее нас в этом плане. Да. У меня, кстати, 8 удалили. Но это вам чисто на подумать. Все, спасибо большое, что послушали. Пока. Что задумано? Вы что, не устали? Все, чуть-чуть осталось. Финальный комик на сегодня. И интрига, сенсация. Да что мы творим такое? Мужчина на сцене женского стендапа. Встречайте, Влад Сухарев. Привет, народ! Привет! Ничего себе! Так, хотелось начать со своего уровня, своей популярности. Похлопайте, кто-нибудь меня где-нибудь видел когда-либо? Так, кроме друзей и родственников, пожалуйста. Понял. Обычно никто не хлопает. Я один раз просил похлопать. Похлопал один мужик. Я спрашиваю, где меня видели? Он говорит, в туалете перед выступлением я тебя видел. К сожалению, у меня плохая новость для вас. Это единственная шутка в моем выступлении, потому что больше шуток не будет. Все серьезно. Да, дело в том, что я душа компании. Недавно гулял под дождем. Да, я парень Кати Котофеевой. Можно ее попросить на сцену, пожалуйста, подняться? Если она здесь. Давайте встретим Катю. Она очень медленно идет. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Ты что видел? Так, значит, дело в том... Дай скажу ребятам. Дело в том, что так получилось, Кать, что наши отношения начинались, и наше знакомство вообще в целом это как фильм. Да, мы так сами думаем. Я хочу, чтобы... Не прячься. Присесть надо. Понял. Да. Да. На самом деле это все фильм. Вам потом кто-нибудь расскажет. О, музыку? Если что, это не я принес фонограмму, это само. Да, это все фильм. Я бы хотел, чтобы этот фильм продолжил сниматься, потому что реально все как в фильме. Я тебе сказал, что уже придумал, как это сделать. Вот. И воспользуюсь словами из музыкальной заставки самого крутого стендап-шоу, «Женский стендап». Что задумано, то сделано. Господи, как мило! Да.
И лишь одно мне сейчас важно услышать от тебя. Ты... Спасибо. Господи, Всё, как спасибо мило. большое. Давайте поздравим. Какие Спасибо, молодцы. Катя, Влад, соситесь. Вы же нас позовете на свадьбу? Выключите музыку, да? Все приглашены. Все идем на свадьбу. Кать, ну плачь, все, можно. Выступила, вышла замуж. Какая-то неприятная... Поздравляем! Вот человек один раз выступил. Я тут 7 лет. Если кто-то хочет выйти, что-то... Ладно, давайте еще раз поздравим, это очень круто. Ну что, на сегодня это все. Надеюсь, вам понравился. Это был женский стендап на ТНТ. Всем хорошего вечера. Что задумано, что сделано, что загадано, что немедленно решено. Все, давай дальше, лишь одно, не сейчас.